Друзья, всем привет! С вами Ольга Старшая, и сегодня я буду работать в Style 3D в темной теме. Мне захотелось попробовать, как это будет выглядеть, если я буду работать в темной теме этой программы. Так, что я сегодня буду делать? У нас еще есть такая башка. О, это же моя голова. Ну-ка. О, все, супер. У нас есть красивая башка, на которой мы можем что-то делать. Она гладенькая, потому что я ее уже сгладила, и все с ней хорошо. Супер! Итак, теперь раскрываем интригу. Что я буду делать? Или я уже сказала? А я уже забыла. В общем, ребята, мне захотелось сделать шляпу-цилиндр. Ну, не знаю, я мало видела в интернете, чтобы кто-то делал шляпы. Вот. И мне захотелось сделать цилиндр. Так, первым делом, что мы сделаем? Наверное, давайте измерим аватара. Так, нам нужно... Давайте вот этот вот круглый. Значит, как мы будем это делать? Две точки и... Где у нас цилиндр? Цилиндр, ну, давайте самую большую. Так, 56 сантиметров. Нам надо сделать небольшой зазор ему. Угу. Хорошо. Начинаем с простого. Делаем прямоугольник. Так, я бы хотела, чтобы у меня все-таки отображалось это так. 56 сантиметров было. Давайте сделаем 58. Угу. А высотой, ну, пусть будет 25, например. Так, теперь надо расположить это счастье. А у нас нету силовых полей, да? Конечно. Интересно, а у того аватара, который я делала, есть силовые поля? Вернее, не которого я делала, а который был изначально. Давайте посмотрим. Так, добавить. Окей. Он у нас стоит там же, где и этот. Shift-F. Нет, и здесь нет силовых полей. Так, ладно, как создавать силовые поля, это тема отдельного видео, а сегодня мы обойдемся просто тем, что... Давайте я размещу... Так, я забыла опять включить горячие клавиши. Один момент, и я к вам вернусь. Я снова с вами, клавиши показываются, значит, что мы делаем? Поворачиваем вот это так, располагаем на башке, так, чтобы оно приземлилось на голову и как-нибудь облепило ее, что ли. Да, еще кое-что. Давайте заморозим, не заморозим, а усилим и сделаем эту ткань из физические свойства. Так, Trims Cow Leather. Коровья кожа. О, супер. Все. Значит, что у нас произошло? Эта штука у нас стала гибкой. Давайте ее теперь расположим где-то над башкой нашего аватара. И сошьем там, где нам надо. Я не знаю, сейчас улетит ли она куда-нибудь или нет, но попробуем. Опа, не улетела, все супер. Смотрите, у нас почти что готов колпак повара, кстати, тоже хорошая вещь. Я только что спалила новую идею, которую можно сделать. О, божечки. Так, я не очень хорошо помню, как на голове, как высоко цилиндр должен сидеть. Но мне кажется, что он не одевается прям как шапка. Я сейчас поставлю на паузу, посмотрю, что как.
а потом вернусь к вам. Так, ну, судя по тому, что я видела, цилиндры не одеваются на голову как шапки. Поэтому мы смело можем делать цилиндр, наверное, чуть-чуть меньшего размера, чем... Давайте сделаем 56. Давайте попробуем его поднять. Так. Чуть-чуть повернуть. И спозиционировать на голове так, чтобы он стоял хорошо. Так. Ага. Он как бы, цилиндр просто стоит на голове, практически на краешке. И ничего с ним не происходит. Отлично. Еще сразу я бы хотела сделать, кстати, наверное, он высоковат у нас все-таки. Давайте сделаем его 20. Даже это, наверное, высоковат. Ну, ладно, это мы подрегулируем, это не проблема. Давайте сделаем сначала десяточку, particle distance, и квадовую сетку. Отлично. Что бы я еще хотела сделать? Я бы хотела убрать здесь шов, он вообще нам не нужен, и поставить его силу на 20, чтобы здесь не было такого изгиба. И убрать полностью показ швов этих. Так, нормалку убираем, 0. Здесь флэт, все. Ага, отлично. То есть у нас нету следов того, что у нас что-то здесь сшивалось. Прекрасно. Так, мне по-прежнему не нравится высота. Я бы, наверное, еще где-то сделала на 15 сантиметров. Ну, так сойдет. Так, давайте еще попробуем его расположить. Как-то на голове. И пусть он упадет сам. О, все, упал. Отлично. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать поля, и нам нужно сделать крышку. Я начну, пожалуй, с крышки. Нам нужно будет рассчитать... Угу. Давайте, знаете, что сделаем? Сделаем вот эту часть симметричной. И сделаем это следующим образом. Я сначала, чтобы не потерять этот изгиб, сделаю просто копию симметричную. Так. Сведу ее воедино. И потом мы посшиваем вот эти места. Все только ради того, чтобы не потерять изгиб. Отлично. Швы мы сейчас настроим. Так, теперь, когда мы не потеряли швы, не потеряли изгиб, теперь мы можем вот эти два места смерджить. Мы получили просто симметричную деталь. И придется снова настроить швы. Но это не страшно. Так, убираем нормалки, усиливаем на 20, убираем вот это вот все. Все, получили то, что было изначально. Супер. Угу. Так. Значит, что мы будем делать дальше? Нам нужно сделать крышку. 28. И крышка у нас не должна быть, как бы это сказать, круглой прям. Она должна быть немного вытянутой. Я буду делать ее не из овала, а из прямоугольника, который тоже сделаю симметричным. Так. Давайте я сразу его расположу. Так, ага. Ширина. Давайте ориентироваться по ширине на вот то, что мы видим тут, аватар. Так. Пусть будет
16. Нет, мало. Пусть будет 17. По высоте нам надо, чтобы было вытянуто. Ну, пусть будет 20, допустим. Потом мы все это примеряем. Дальше. Мы будем делать следующим образом. Smooth Curve. И вторая линия у нас должна быть синяя на 10. То же самое здесь. Smooth Curve. Здесь уже желтую нужно делать на 10. И мы получили вот такой вот замечательный овал. Теперь надо проверить, что мы получили здесь. 14,82. А нам нужно 28. 14,82. Ага. Нам нужно, чтобы это было по 14 с каждой стороны. Значит, нам нужно немножко сжать следующим образом. Пусть будет 19. Посмотрим, что сейчас тут происходит. 14,41 мало. Тогда нам нужно будет ужать еще с боков, потому что, ага, да, оно не должно быть у нас прям таким, прям по ширине головы, потому что мы договорились, что оно будет немного уже. Ладно, пусть будет 16. Так. Ну, практически идеально. 0,03 миллиметра мы можем подрихтовать другим образом. Например, просто подтянуть вот эту штуку. Вот этот ползунок. А вообще, знаете что? Давайте для начала изменим Particle Distance. И лучше я сразу на 5 это сделаю. И вот это, кстати, тоже. И я хочу изменить это на квадовую сетку. Так, еще раз, 14,03. Давайте чуть-чуть под... Опа. И здесь то же самое. Все, ровно 14. Прекрасно. Давайте определимся, где у нас зад, где перед. Так, нам нужно перевернуть. Так, а где у нас верх, где низ? А хотя... Наверное, не нужно было переворачивать, а нужно было поднять сюда. А теперь, где у нас низ? Низ у нас внизу. Так, теперь пришиваем следующим образом. Угу. Так, не получится. Давайте клавишей М. Свободное сшивание. Супер. Я сейчас заморожу этот цилиндр и попробую пришить. Все, получилось. Настраиваем швы. Шов должен быть 90 градусов. Отлично. Отмораживаем. Супер. Так, база практически готова. Осталось сделать поля. А самое интересное, что поля мы можем сделать вот из этой штуки. Как мы это сделаем? Скопируем. Какого у нас все это размера? Так, у меня немного поехало. 16 на 19, да? Давайте для начала сделаем квадрат. Нет, не так. 16 на 19. И сразу сделаем, наверное, эту половинку. 8,5. Так, 50%. 8. Отлично. Так. Так, remove linked editing. Удаляем вот эту точку. У нас остается половинка. И будем работать только с половинкой. Дальше. Вот здесь мы делаем так. Offset pattern outline. Extended. Нам не нужно это делать. Так. Remove. Удалить все базовые линии.
Кажется, я придумала другой способ. Значит, смотрите, выделяем вот это вот. Нам, в принципе, вся часть не надо. Копируем, вставляем, и она вставляется как internal line. И если я... Как unlock... Ага. Она получилась internal line, но залоченная почему-то. Ну и ладно. В общем так, что мы делаем? Это мы... Кстати, почему-то не смерджено. Ну, ладно. Cut. Дальше X здесь посерединке ставим. Здесь Smooth Curve. Делаем так же, как делали. 19. Это сколько у нас тут? Ага. Я не помню, сколько по синей. 15. 16. Ну, допустим. 15,5 надо было еще раз. Так, Smooth Curve. 15,5. Отлично. И здесь Smooth Curve. Здесь уже по желтой 15,5. Супер. Так. Пятерка. Клады. Эту часть мы можем удалить. Поворачиваем. Позиционируем где-то там, где нам надо. Делаем симметричную часть. Сшиваем здесь. Здесь и сшиваем низ. Сюда. Сюда. И смотрим, что получается. Давайте-ка я это сразу сделаю усиленным. Супер. Здесь нам нужно угол, наоборот, 270 градусов. И силу поставить на 20. Отлично. Давайте поставим толщину ткани. Так, супер. Значит, теперь позволяем этому всему упасть на голову нашего аватара. И посмотрим, что выйдет. Прекрасно. Базовая форма готова. Давайте все швы убираем. Нам нужно, чтобы здесь ничего не было. И здесь тоже. Супер! Базовая форма готова. Давайте сделаем цвет ткани. И какой материал у нас должен быть? Это что-то делается из чего-то такого блестящего, вроде шелка. И он должен быть темный. Даже где-то вот такой вот. Да, кстати, ребят, никогда не ставьте исключительно черный цвет, потому что в природе таких цветов не бывает практически. Черный всегда какой-то, ну, не совсем черный. То же самое и с белым. Исключительно белого практически в природе не бывает. Поэтому для корректного отображения в 3D лучше использовать, как бы это сказать, в общем, не чисто белый, не чисто черный. Отлично. Чего мне не хватает? Мне не хватает света сейчас для того, чтобы наш цилиндр хорошо смотрелся. Ладно, знаете, что я хочу сделать? Это очень простая форма цилиндра, и на самом деле цилиндры, они не так выглядят. В них есть как бы небольшой изгиб, и нам бы этот изгиб сделать. Так, но с базой мы закончили. Давайте я сохраню, потому что у меня... Где у меня шапки? Шляпы.
Отлично. Все, база готова, и с ней мы уже можем делать все, что угодно. Давайте я пересохраню файл, чтобы у меня база осталась на всякий случай. Ну, то есть, если я что-то сейчас сделаю не так, то я смогу вернуться к базе и попробовать что-то другое. Первым делом, что я бы хотела сделать? Мне бы хотелось цилиндр, знаете, немного расширить. Вот здесь, ну, то есть сделать его немного таким расширенным. Для этого что я сделаю? Так. Я, наверное, сделаю так. Add internal is aligned. Пусть будет по сантиметру и, наверное, штук 5. Может быть, по 2. Хотя нет. Ну, давайте, наверное, 7 линий. Сейчас мы будем над этим издеваться. Значит, нам нужно сделать, чтобы, во-первых, я не знаю, что это сейчас будет, но... Так, не так. Так, заморозим вот это. Во-первых, давайте я попробую сделать процентное соотношение. Допустим, пусть это будет... Ладно, 115%, да? Ну, пусть будет 115%, окей. Так, я бы сейчас вот это заморозила и попробовала. Отлично. Теперь у нас шов должен быть здесь не 90 градусов, а, наверное, меньше. Может быть, 80. А может быть, и еще меньше. Семьдесят. Отлично. Так, значит, нам нужно 115%, да? Я сейчас попробую поделать это хитрым способом. Так, нам нужно здесь, чтобы было 115%. Так. Дальше. А здесь у нас должно быть 100%, да? А здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 115. Это значит у нас лишних 15%. А всего у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. А делится у нас 15 разделить на 8. 1,87. Ну, такое. Шаг не очень. Если бы у нас было 10, то по 1,5%. Давайте еще добавим. Так, 2. Значит, здесь у нас будет 100. Здесь давайте по 1,5 убирать. 115. Так, elasticity. 115 минус 1,5. Это... Давайте я буду считать, потому что я собьюсь. 113,5. Интересно. А я что, не могу делать? Ага, ребята, у нас не получится. Давайте сделаем шаг по 2. Хорошо. 113. Ой. Пока не доберемся до нужной отметки. Так, где тут elasticity? 113, 111. А потом лишнее поубираем. Так, elasticity 109.
нравится этот Elasticity 107. Сто пять. 103. Я по 2 же убираю. Да. И здесь 100. Значит, вот эти два нам не нужны. Все. Давайте попробуем. Ага. Вот такая история у нас получается. Ну-ка. Все. Получилось. Как вам такая форма? Может быть, попробовать. Нам не нужно, чтобы она проваливалась. Давайте для начала это деактивируем. Теперь я вот этот вот кусочек подыму, пусть он отсимулируется. Расправится, упадет. Дальше я его спозиционирую куда мне надо. Ctrl-K. Заморожу. Это все я отморожу. Так, отлично. Дальше. Это я отморожу и сделаю Solidify. Прям очень жесткий. И попробую снова. Ой-ой-ой. Ну, пусть ее немного гнет, но это допустимо. Бог с ней. Единственное, что, блин, мне опять не нравится, то что вот... Ладно. Давайте поправлять все-таки. Сейчас я поставлю на паузу, поправлю точки и вернусь к вам. Так. Мне хочется все-таки сделать более плавный спуск. И надо, знаете, что... Чтобы не показывал Solidify. А то мне цвет этот не нравится. Значит, я бы хотела все-таки сделать более плавный спуск. Для этого... Так, для этого мне нужно сделать все-таки ниже это все. Давай минус 5, допустим. Ой, 5. Для начала. Четыре. 3. 2. 1. Ну-ка. Ага. Я вот что думаю. Надо нам просто поубирать половину линий. И, возможно, нам хватит нескольких. Здесь делать 1. Здесь еще 1. И посмотрим. Да, тоже вполне себе гладко получается. Так, ну-ка. 1. Что-то не пошло не так. Это наверх. Так, 3.
М, Давайте так. 6. Так. Девять. Так. Либо оно должно быть как-то экспоненциально. А мне вот эта линия вообще нужна? Нет, она ничего не играет. Все, не нравится мне это. Сейчас будем подбирать. Во. Вот так мне нравится больше. Все, супер. Так, значит, поля мне по ширине нравятся, но в цилиндрах они не так сделаны. Они как бы закручены наверх. Поэтому нам поля придется делать больше. Угу. Ладно, тогда я сделаю вот что. Так, давайте я сделаю квадрат, как и был. Так. Так. Для того, чтобы выровнять это, просто добавляем точки и убираем их. И у нас кривая превращается назад в эту. Пусть она пока будет квадратная. А потом мы сделаем ее снова круглой. Тем же самым способом. А пока пусть будет так. Но это еще не все. Я хочу, чтобы у нас был как бы изгиб вот здесь. Для этого мне что нужно сделать? Мне немножко нужно форму эту подрихтовать. Значит, ищем точку посередине где-то здесь. Так, X. Точку нашли. Значит, дальше. Примерно где-то здесь еще должны быть точки. Что делаем дальше? Вот это, наверное, немного поднимаем. Где-то на сантиметр. Так, и у нас здесь получается изгиб. Дальше что с этим делаем? Давайте сделаем smooth curve. Вот это маленький будет. Давайте еще на сантиметр поднимем. Так, smooth curve. Так, здесь мне в принципе нравится. Теперь нам нужно сделать... Так, 14-17. Надо нам... 7,08, да, 7,08. Хорошо. 7,09. Smooth curve. Так, 7. По желтой линии нужно сделать. Пусть будет 9. А здесь smooth curve. По синей линии 7. Тоже 0,9. Тогда у нас здесь одна точка, а здесь... Ну-ка. О, все. Нету здесь никаких лишних точек. 28,7. А у нас здесь... Тогда мы можем сделать здесь... Так, здесь 14, а здесь 14,7. Так, здесь 14. Так, Б. Что у нас где? Вот это. Это перед. Значит, нам нужно сделать вот эту часть более квадратную. Значит, ползунками 14,8. В принципе. Все, здесь идеально.
Вот такой вот изгиб у нас получился. Супер. Так, давайте я эту точку пока уберу. Нам нужно сделать и Add Pattern Outline 4, и я бы все-таки сделала вот эту линию внутреннюю, пусть будет. Так, X расставляем точки. Smooth Curve. Так, что у нас тут по синей? 15,5, кажется. Угу. Так, Smooth Curve. 15,5. Ой, не в ту сторону. Так, по желтой 15,5. Так, ребята, если кто не в курсе, как сделать так, чтобы вылетало вот это окошко, когда мы что-либо куда-то тащим, не отпуская левую кнопку мыши, просто кликаем правую, и тогда у нас вылетает окошко, в котором мы можем задать точные какие-то значения. Так. 18. Здесь, по-моему, 19,5. Давайте я сразу скопирую. Вроде да. Так, по желтой. Окей. Все. Значит, поля, шляпы у нас есть. Давайте я вот этим кусочком сделаю... Где у нас тут? Экстра рендеринг. Пусть они будут 2 миллиметра, потому что полы шляпы должны быть сделаны из чего-то прям жесткого. Отлично. Хотя, знаете, я бы, наверное, всей этой ткани сделала бы, ну, как минимум, миллиметр толщину. Супер. В общем, мне нравится вот этот изгиб. Зачем я делала такие вот полы шляпы? Затем, что нам нужно ее закрутить внутрь. Хотя 2 миллиметра это, наверное, дофига. И, наверное, хватит нам толщины в миллиметрах, которые я только что сделала. Ага. Супер. Так, еще что? Add internal isoline 1. Так, это где-то должно быть, нам же ленточку еще нужно сделать. Ну, пусть будет пока так. Окей. Что мы делаем? Мы делаем так. Ctrl-C, Ctrl-V. И прямо на это же место ставим, чтобы в 3D окне оно никуда не исчезло. А потом, то есть стояло на месте. А потом сюда вытаскиваем, делаем... да, что ж такое? Делаем Cut. Это удаляем. И настраиваем Set Sublayer. Так, здесь ничего не меняем. Делаем новую ткань. Пусть она у нас будет белая. Назначаем сюда. И шьем. Знаете, что еще? Я, наверное, сделаю экстраколлизию до 0,5. Опа. Все. Такой у нас... еще знаете что? Давайте его, чтобы оно никуда не слетало, просто тупо пришьем. Вообще, на самом деле, здесь можно было сделать... это что у нас? Тюрнер должен быть. Или пусть оно остается. Я просто поудаляю вот эти точки. Пусть будет ровненькое. И все. Это у нас тоже должен быть какой-то шелк. Так, текстура made шелк. Супер.
Мне не очень понятно, почему оно так себя странно ведет вот на этих местах. Но, возможно, дело в том, что ткань просто какая-то жесткая. Ее тут пучит, потому что, ну и бог с ней. Короче, смотрите, что можем сделать. Берем эту ткань, назначаем сюда физические свойства, что-нибудь такое. Какая штучка прикольная. И знаете что? Чтобы ее подсобирала и не пучила вот в этих местах, мы можем с ней сделать, с этим кусочком, просто 95. Это не в том месте его пучит. 95. Можно было еще вот этим кусочком сжать все, но нам так не надо. Нам так не надо, нам бы так. 98. Отлично. Так, давайте посмотрим, что у нас тут 0,23. А что у нас в экстраколлизии в кусочке? Дайте-ка я на 0 вообще поставлю. Угу. 97. Угу. Так, дайте-ка я в экстраколлизии все поставлю на 0. Так, отлично. Мне, в принципе, нравится. Единственное, что мне что-то не нравится, что оно вот тут все равно торчит. Может быть, не надо было? Если его оставить так, тогда можем сделать просто пришить. Прекрасно. Убираем отсюда нормалки. Вот это вот все. Так. Это у нас Shrinkage Warp. Warp это по высоте или по длине? Супер. Отлично. Так, располагаем еще раз на бошке это так, чтобы оно у нас стояло. Пусть сядет. Отлично, сел. Знаете, что мы можем сделать? Мы можем просто подрегулировать физические свойства. Например, бендинг. Бендинг мы можем... Типа, чтобы оно не мялось. Да и все. Идеально. Нам важнее просто, чтобы по UV было вот это вот все ровненькое. Вдруг мы тут захотим какой-то узор сделать и сделать необычный шляпу эту. Так, чтобы внутрь не проминало вот эту штуку, давайте попробуем сделать тут давление на единицу. Или на 2. Поднимет ее. Давайте на 5. Вытащит ее наружу или нет? Да, что-то вытащила. Угу. Практически плоская. Что еще можно сделать? Так, знаете что? У меня, наверное, из-за вот этой штуки, из-за бендинга, изгиб убрался.
Да, не подойдет нам такое. Тогда. Давайте я сделаю, знаете, что? Какой-нибудь шерсть какую-нибудь, может быть, она лучше себя поведет. Нет. Вот вязаное должно и складки мягкие быть, и... Так, хорошо. Ну-ка еще раз попробуем. 80, например. О! Смотри-ка ты. Натянулась. Все, должна быть мягкая ткань просто, и все. И оно натянется. И изгиб наш не потерялся. Отлично. Приступаем к самому ответственному моменту. Значит, смотрите. Нам нужно вот это изогнуть в другую сторону. Это должно быть 270. Fold Rendering и Fold Realistic. И, допустим, 3. А силу 20. Чтобы у нас сейчас ничего не полетело. А давайте заморозим только вот эту часть. И все. Отлично. Так. Мне нравится. Нам придется, скорее всего, это отрезать. Дальше. Вот эти части нам нужно делать эластик. Где-то на 70. Да? Ну, в целом, да. Вот если спереди посмотреть. Спереди это слишком. Угу. Ну, давайте 75. Ну, вполне себе. Так, дальше. Сейчас будем еще обрезать что-то. Если я сейчас отложу отсюда internal is aligned, то мне не очень это... Оно превратит это не в то, что мне надо. Давайте, знаете, как сделаем? Так, X. Нам нужно где-то полсантиметра сюда. Так. Так, это полсантиметра сюда. И то же самое сделать вниз. Так, полсантиметра. Так. Отлично. Так, что у нас тут получается? 14,5, а здесь 16. Так, smooth carve. Это все только чтобы не делать, чтобы это не было кривыми, а чтобы это было безье. Ну ладно, я не люблю я кривые, мне все-таки безье больше нравится. 16. Отлично. Дальше, сколько нам нужно отмерить? Ну, давайте я сделаю x где-то 3,5. X мне нужно сделать... пусть будет 2. Угу. Так, значит, это мы подвигаем сюда на 1,5. Отлично. Ух ты. Так. Это мы подвигаем на 1,5. Отлично. Что у нас получается? 16,5, 18. Хотя я сейчас не уверена. Если я сейчас вырежу... Так, здесь по синей 18. Может, оно все равно в кривую превратит. И это будет не очень-то. Так, по желтой 18.
Так, что мы делаем? Вот это мы... Так, merge points. Merge points. А тут что? Вот это мы отрезаем. Вот эти штуки убираем. И начинаем сворачивать вот это. Так, это у нас было 270. Fault Rendering Realistic. 3. И 20 силу. Пробуем. Ну, нам все равно нужно вот это вот все сделать эластик и сделать уже 50, например. Только я не все сделала эластик, да? Так, вот такая штука у нас должна получиться. Допустим, 40. Получится или нет? Так. Дайте-ка я поставлю здесь 1, чтобы поострее было. Ага, получилось. В общем, как-то так это все делается. Только знаете что? Я не уверена, что... Так, это я разморожу. И нам надо бы вот эту штучку тоже сделать, например, 95. А может быть и 90. Насколько я поняла, шляпы эти выглядят именно так. Вот здесь. Вот в этих местах. Что еще мы можем сделать? Если я сделаю Remove Linked Editing, могу ли я сделать это цельной штукой? No. Не могу. Так, ладно. Пусть будет пока. Apply Symmetric with Swimming. Хорошо. Что еще можно попробовать сделать? Можно сделать здесь побольше угол. Например, сделать 280. И силу сделать, например, на 30. И здесь тоже. А, кстати, это не тот угол. Вот этот угол должен быть 270. А вот этот 280. Угу. Хотя я бы, наверное, здесь... Кстати, здесь должен был быть эластик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не надо так. Так, эластик. Вот здесь должен быть эластик. Только он должен быть размером... Это у нас чего? 23,62. Так, 23,62 умножить на 2. 47,24. Так. А этот... А давайте здесь поставим... Ой. 47,64. О! Вот, 98% он должен быть. Так. Давайте сделаем по-другому. Так. Кат. Давайте сделаем по-другому. А, кстати. А я, наверное, вообще не хочу эти поля делать. Пусть у меня будет только изгиб вот этот вот и все. И этого достаточно.
Почему его постоянно куда-то тащит не туда? Садись уже на голову. Отлично. Ну-ка на аккуратном режиме. Все, наверное, знаете, я не хочу делать эти поля, заверченные внутрь. Меня, в принципе, устраивает вот это вот все. Единственное, что я бы, наверное, тут все-таки угол поправила. Сделала бы 280, чтобы сильнее было натяжение вот это вот. И мне не очень нравится то, что это сделано из двух отдельных частей. Я бы, наверное, все-таки это переделала. Знаете как? Сейчас я это продублирую сюда. Я удалю вот эти части. Я удалю вот это. И я это смерджу. Так, теперь я возьму вот это. Поставлю это сюда. Так, я это выровняла. Это можно удалить. Remove Linked Editing. И вот эти точечки надо смерджить. И чтобы все это точно сидело по центру, я выделю эти точки и выровняю. Remove базовые линии. И это я вырежу. Хорошо. Это у нас будет цельная деталь. И я просто ее пришью следующим образом. Это зад у нас, да? И не уверена, что я правильно ее пришиваю. Угу. Тогда мы берем вот это. Делаем Ctrl-B. Ой. Так, сразу у этой части мы делаем 270 угол и 20 силу. Все. Итак, у нас получился цельная штучка эта. У нас есть классный, как его, ленточка. И мне, в принципе, все нравится. Давайте я их все выровняю. Что мы еще можем сделать? Мы можем это разложить на UV, чтобы красиво было, и экспортировать куда вам надо. Давайте я покажу, как в UV раскладывать. Здесь вообще это делается мега-супер просто. Значит, выделяем вот это вот все, нажимаем кнопочку «Волшебный layout», и нам запаковалась UV-шка. И мы можем это использовать где захотим. Экспортируем и используем. Вот такой у нас получился цилиндр. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел. Я безумно благодарна людям, которые пишут мне комментарии, потому что вы не представляете, насколько сильно меня это поддерживает. И когда вы просите осветить какую-либо тему, это дает мне направление, что снять в следующем видео. Я уже обещала 2 видео. Они будут в ближайшее время сделаны. Одно большое видео по поводу сравнения Marvelous Designer или Claw с программой Straw 3D. И одно видео коротенькое по поводу инструмента Set Sublayer. Вот этот вот. Как он работает и его тонкости. Хотя не знаю, насколько он там коротенькое получится, но надеюсь. Все, всем спасибо за внимание, всем спасибо за лайки, за комментарии. Я вас обожаю. Пока.